Привет, вы на канале Взлет, меня зовут Ольга, и в этом видео я наконец-то по вашим многочисленным просьбам покажу мою парфюмерную коллекцию 2022 года. Покажу вам свои ароматы, свои парфюмерные спреи, мини-спреи, покажу в каких ситуациях, какими парфюмами я пользуюсь, и также ароматы, которыми я пользуюсь крайне редко и которые у меня до сих пор стоят запечатанными. Попробуем разобраться, по какой причине. Если вам все это интересно, поехали! Давайте начнем с парфюмерных спреев. Когда-то я пользовалась ими очень много, с тех пор, как в каталоге Oriflame появился формат мини-спреев парфюмерных туалетных вод, я практически со всеми вот такими спреями перестала пользоваться. Я использовала их в тех случаях, когда мне хотелось потестировать на себе какой-либо аромат, понять, подходит он мне или нет. И, знаете, когда мне хотелось не яркого аромата, а такого немножко припудренного, потому что в спреях парфюмы все равно, они какие-то более махровые, я не знаю, подходит ли это слово для парфюма, но они не такие яркие, не такие сочные, и иногда мне хочется вот такого звучания, того или иного парфюма. Итак, что у меня есть? Divine Idol. Никогда не пользовалась водой Divine Idol. Спрей у меня стоит, пользуюсь время от времени, крайне редко. Love Potion – это аромат, с которым я пытаюсь уже долгие годы подружиться, у меня не получается. Мне очень нравится сам аромат, даже вот спрей полный. Мне нравится его концепция, мне нравится все вообще в Love Potion, кроме одного. Мне не нравится чувствовать его на себе, мне в нем тяжело, он для меня какой-то вот навязчивый. И нет, вот Love Potion стоит, я им не пользуюсь. Парфюма основного Love Potion у меня тоже нет, классической версии. Дальше Eclat Femme Weekend, это вообще такой парфюм интересный. Он нравится такому большому количеству человек, людей, что мне все время кажется, почему, мне должен понравиться, столько хороших отзывов, но нет, я его даже пыталась носить, у меня, по-моему, мини-спрей есть, сейчас мы посмотрим, и вот тоже у меня практически полный, хотя я пытаюсь его как повседневный носить, но нет. Paradise, мне очень нравится спрей Paradise. Воду Paradise тоже сейчас я вам покажу, расскажу свои впечатления. А спрей, он как вода, только легче. Он прям вот такой какой-то терпко, какой-то уверенный вообще. Прям вот спрей Paradise мне очень нравится. Пользуюсь редко тут уже, потому что мало осталось. Вот когда мне прям хочется такого прям впечатления и настроения. Это Mo by Demi, это вообще прямо уже история. И это спрей, который вот именно якорь, когда мне нужно каких-то ощущений сказочных, каких-то ностальгических даже, то я могу взять спрей by Demi, его тут совсем у меня чуть-чуть осталось, но все равно храню вот как память. И еще два, это Giordani Gold Essenza, это туда же, куда и Love Potion, туда же, куда и Eclat Femme Weekend, то есть это абсолютно не моя история, но опять же я заказала, потому что такому большому количеству людей нравится, но для меня этот аромат, наоборот, какой-то, я его чувствую как какой-то очень простой, очень нежный, вот он, наверное, просто не мой, да, это не моя история. И Possess, с тех пор, как у меня, сначала я купила спрей, мне он понравился, но, знаете, вот прям я не сказала бы, что от спрея я вот этот Possess прочувствовала. Знаете, даже сейчас вот я его нюхаю, вдыхаю, и это не то ощущение, какое идет вот от мини-версии и от основного флакона, от полноразмерного. Поэтому вот через Possess этот аромат я не поняла, только я когда купила мини-спрей, тогда я ахнула. И то после того, как получила какое-то количество комплиментов, я немножко более серьезно отнеслась к этому аромату. Итак, это были мои парфюмерные спреи, мои от них впечатления. Я не знаю, когда они у меня будут заканчиваться, наверное, очень не скоро. Они так
так сиротливо у меня на полочке стоят, я очень редко ими пользуюсь. Мини-спреи – это формат, которым я пользуюсь гораздо чаще, и это история с тестированием, когда я не знаю, понравится ли мне аромат, когда все вот им восхищаются где-то, и я думаю, ну, наверное, надо попробовать. Вот в этом случае я покупаю мини-спрей. А что у меня есть? У меня есть мини-спрей So Fiva, который абсолютно оказался не моим, у меня была полноразмерная версия, я ее отдала маме, и как бы вот мини-спрей себе оставил, но я все равно не пользуюсь, потому что аромат для меня очень сложный такой, знаете, очень прям вот мне тяжело в нем. И Эмбо Эликси, у меня такие же ощущения от парфюма, у меня его нет. Вот это какие-то слишком какие-то янтарные ароматы, не слишком какие-то прямо слишком для меня ароматы. Поэтому вот он у меня лежит, мини-версия, как воспоминание о том, что у меня когда-то была полноразмерная версия, но все равно я мало пользовалась. Еще одна история в моей парфюмерной коллекции – это Воларе. Это тоже линейка, которая каким-то образом, я знаю, я поняла почему, каким-то образом сейчас проходит мимо меня, потому что когда-то я пользовалась Воларе очень много. Вот, какая история связана с этим парфюмом. Я думаю, почему же я им не пользуюсь? Потому что вот я вдыхаю, и для меня Воларе это прям 20 лет назад. Это какая-то история очень-очень старинная, знаете, очень древняя. И когда-то Воларе я обожала, я просто наносила самую первую версию. Видите, у меня еще какой пузатенький такой флакончик. Сейчас таких нет в каталоге Oriflame. И вот это история о прошлом какая-то. Ну, как бы я предпочитаю жить в моменте. Я предпочитаю жить здесь, сегодня, сейчас. Я не отношусь к той категории людей, которые говорят, ох, бывало, ох, как было здорово. Это вот, знаете, как горевать о том, что тебе уже не 20. Ну да, я принимаю себя такую, как я сейчас есть, и я понимаю, что если я сейчас буду страдать о том, что было 20 лет назад, то, камон, что будет в 60 лет? Я буду страдать, какая была в 40, и что я не заметила, какие у меня были классные 40. Нет, я предпочитаю жить в своих 40, любить их и наслаждаться вот теми парфюмами, теми эмоциями, теми событиями, которые у меня есть сейчас в моем возрасте. Поэтому вот я храню, наверное, единственное, наверное, как история, ну, не считая парфюмерных спреев, это вот этот аромат Воларе, и, честно сказать, только сейчас вот его достала, так я его практически не достаю. И теперь мини-спреи, которые у нас актуальны, кстати, не все, очень многие из вас писали мне в комментариях, по-моему, под видео о моем заказе, Оля, где-то нашла Мисс Джордани. И я даже подумала, а где я нашла Мисс Джордани? Ну, интернет нам в помощь, я в интернет захожу, и да, Мисс Джордани, мини-версия продавалась, да, сейчас не продается. Вот когда продавалась, тогда я ее нашла в каталоге Oriflame, но, тем не менее, Мисс Джордани у меня есть мини-версия, и сразу покажу вам, чтобы не возвращаться к этому. Я купила полноразмерную версию, но пока ее не открывала. Сейчас, когда я буду показывать вам свою коллекцию парфюмерную, вы поймете, почему я не открывала, потому что у меня есть аналоги Мисс Джордани, и как бы я не вижу сейчас смысла ее открывать, потому что есть другие парфюмы, которыми я сейчас пользуюсь, которые мне заменяют Мисс Джордани. Поэтому мне пока хватает мини-версии, а полноразмерка у меня закрыта стоит. Так, Éclat Mon Parfum. Та же самая история, женственная, очень нежная, очень сладкая такая легкая водичка, аналоги которой у меня сейчас есть. Мини-версии на какие-то случаи мне хватает. Да, вот это вот Éclat Mon Parfum, она узнаваемая. Эта водичка, но, знаете, вот у меня есть аналоги, да, и поэтому я не покупаю полноразмерную версию, но, в принципе, она мне нравится. В принципе, я думаю, что она может быть в моей коллекции. Следующее – это Éclat Femme, это абсолютно классика, и тоже, по-моему, сейчас не продается, не знаю точно в каталоге или нет. Если знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот я не уточнила этот момент, потому что открыла ее совсем недавно с теми же самыми целями познакомиться с классической версией Éclat, дать себе шанс с ней подружиться. Также вот как Éclat Femme Weekend не цепляет меня ничем, не знаю, почему-то не цепляет. Love Potion Secret туда же тоже заказала, думаю, столько людей про него прямо хорошо говорят, и попробую, потестирую, но несколько раз пользовалась, но полноразмерную версию нет, я покупать не буду. И Possess.
Это вот та мини-версия, с которой началась моя любовь к аромату Possess. И опять же он так вот зашел ко мне немножечко издалека, через комплименты моих знакомых. И когда я от разных совершенно людей получила комплименты на парфюм, я думаю, так, Оля, стоп, давай разбираться. Возможно, что-то есть в этом аромате. Я начала его тестировать, я начала шлейф пытаться определить, который от Possess. И вот здесь вот он для меня прям раскрылся. И я, знаете, позволила этому аромату прийти в мою жизнь. Я, наверное, это вот так назову. Я не назову это любовью с первого взгляда, но то, что это аромат очень богатый. В нем, кстати, более 80 ингредиентов. Заявленные на сайте только основные, но сама композиция составлялась, я там не знаю, как супер какая-то люксовая парфюмерная мозаика. Поэтому посмотрите в сторону Possess. Можно так же, как и я, попробовать зайти через мини-версии и найти вот какую-то такую свою любовь. И это мини-спрей, который у меня есть. И еще давайте сразу покажу ароматы, которыми я очень редко пользуюсь. То есть они как бы у меня есть, но как бы вот я их практически не использую. И самый первый аромат, наверное, недолго ему осталось у меня быть в моей коллекции. Но я, честно говоря, даже не знаю, кому его отдать. Ну, наверное, маме отдам, если ей понравится. Это All or Nothing, номер 1. Даже не знаю, что про него сказать. По-моему, это живой какой-то мускус. Белоцветочный, по-моему, он позиционируется, парфюм, но где-то я читала отзывы, я пыталась как бы его понять, и читала отзывы, люди пишут, что это только для избранных доступно понимание вот таких подобных парфюмов. Я не они, не избранные, мне недоступно. Это Soul Tempting Love Potion, да, Love Potion, да, это аромат. Видите, я довольно много им пользовалась, но мне даже нравилась вот эта вот такая приторная, супер приторная сладость этого парфюма. Но в определенный момент этот мед, он просто вот мед, и вот как будто я наношу на себя мед. Я люблю мед, в принципе, есть люблю по жизни, люблю медовые ярмарки, там, тестировать разный сорт меда, вот когда на курорты мы приезжаем, вот медовая история, это прям моя, я ее обожаю, получаю удовольствие от общения с медом. И аромат, он мне тоже был приятен, но просто в определенный момент я поняла, что носить на себе парфюм с ароматом меда для меня это уже вот как бы прошлая история. Мне это надоело, да, назовем это так. Но аромат все равно храню, когда делаю маникюр, могу ногти обезжирить вот этим парфюмом, потом такой, знаете, еле уловимый аромат меда от маникюра, ну, как бы оставила пока для себя. И Feel Good, это ароматы, которыми я очень редко пользуюсь, прямо соврала, отдала своей дочери и сказала, на, забирай. Она в восторге. Это аромат бодрящий с красным апельсином. Знаете, это какая-то отпускная версия, вот для меня отпускные какие-то парфюмы, как вот на вечер, на день, да, и на утро, на вечер и повседневные за покупками, на прогулку, да, это вот так вот я их для себя характеризую. Очень бархатный вот этот парфюм, но это больше как вот аромат, для меня, вот знаете, с чем ассоциация? С эфирными маслами. Это вот то, что я капаю, натуральные эфирные масла в мой увлажнитель воздуха в спальне, либо в других комнатах. Если это после уборки, я капаю что-то такое бодро-цитрусовое, да, вот такое, либо такое. Если это на ночь, то это что-то релаксирующее. И у меня вот эта парфюмерная линейка, она ассоциируется вот с ароматами эфирных масел. В принципе, они неплохие, они мне, в принципе, нравятся. Мне очень нравится дизайн, симпатичный. Они такие моноароматы, но использовать вот на каждый день у меня есть просто другие флаконы, которые гораздо более горячо мною любимые, которые я вам сейчас и покажу. Я отношусь к парфюмам как к одежде. Я девочка, я имею право на совершенно разное настроение, и я одинаково комфортно в разные какие-то периоды своей жизни могу ощущать себя и в женственном платье, и в толстовке, и в футболке с джинсами, и наоборот в каком-то вечернем платье, и в хрустящей белой блузке. И точно так же, как я легко
легко могу менять свой образ, гардероб, настроение, так же легко я могу менять свои парфюмы. И уже примерно зная свою парфюмерную коллекцию, я знаю, под какое настроение какой парфюм мне подойдет. У меня мои ароматы стоят на выходе из дома. Дома я не пользуюсь парфюмом. А когда я выхожу из дома, то уже в зависимости от того, какие события вне дома меня ожидают, какой образ я создала, уже в зависимости от этого моя рука тянется за тем или иным флаконом. Поэтому условно я делю их на категории. И первая категория, которой я пользуюсь достаточно редко, назовем ее, знаете, вот такая классика. Это когда у меня какие-то деловые встречи, какие-то события, какое-то обучение. То есть это парфюмы, которые меня собирают, которые дают мне ощущение, задают мне деловой тон, мне и моему дню. И очень долго таким парфюмом являлся аромат Giordani. Надо сказать, что у меня очень свободный график, свободная такая деятельность, что подобные события происходят в моей жизни крайне редко. Поэтому парфюм я использую этот достаточно редко. Он у меня с именной подписью директора фабрики Oriflame в Стокгольме. Я была на этой фабрике, и нам подарили вот этот вот парфюм Giordani. Может быть, кто-то помнит его вот эту первую версию. Видите, очень мало у меня использовано. И это вот прямо супер классика для меня, олицетворение. По-моему, тот парфюм Giordani, который сейчас, он немного отличается от вот этого. И он у меня, естественно, заякорен на путешествие в Швецию, на посещение фабрики Oriflame в Стокгольме. Он мне дает вот это ощущение уверенности, ощущение какой-то надежности, наверное, и еще и подписана упаковка самим директором завода. В общем-то, знаковый для меня не просто аромат, а даже вот сам вот этот флакончик. Поэтому вот иногда я его использую. Недавно в мою жизнь пришел новый классический, как я его называю, аромат, который вот прям уверенно занял вот эту позицию для деловых встреч, для какой-то собранности моей внутренней. Это деловой костюм, это белая блузка, это вот эта композиция, которая меня собирает, да, наверное, я повторюсь, но это факт. Это Signature, новый женский аромат, который, вот помните, тот недавно я показывала на канале, заключен в фоторамку, она снимается, но мне нравятся фоторамки, мне нравится то, что это дерево уже имеет вот этот очень, знаете, такой какой-то, даже в чем-то уже, я не знаю, какое прилагательное подобрать, хотела сказать винтажный, но аромат-то абсолютно новый, очень богатый аромат. Не знаю, как охарактеризовать, но здесь розовый перец, который, вот знаете, не перец такой жгучий, я сейчас вам еще про него расскажу в другом аромате, а очень такой намек на перец, потому что он с лавандой. Было время, когда мне очень нравилась мята везде, я обожала мяту, и в любых средствах просто вот я сразу влюблялась безоговорочно в мятные ароматы, то сейчас я люблю лаванду. Не знаю, что произошло. Мне нравятся эфирные масла с лавандой, мне нравятся какие-то гель для душа, да, недавно у нас с лавандой появился. И здесь лаванда, которая, она меня защищает, как будто, она меня окутывает. Она не дает мне ощущение релакса, она дает мне ощущение твердого стояния на ногах, понимаете? И вот это Signature, это такая опора, аромат опора. Для меня, когда мне нужна внутренняя собранность и опора на себя, вот это аромат Signature. Все, это вот моя классика, мне ее вот так вот достаточно, потому что я ее редко использую. И если аромат Giordani и Signature это статус, это дорогое впечатление, но дневное, знаете, такое дорогое впечатление, то есть огромная категория ароматов, которые я называю повседневные. Их у меня прям очень много. И тоже, чтобы самой в них не путаться, я условно делю их на 3 категории. И сейчас расскажу вам про первую категорию, назову ее
предпочитаю женственные парфюмы. Это те парфюмы, которые как романтичное платье, которые я надеваю на себя, когда мне хочется вот ощутить прям себя девочкой, легкой совершенно, такой незамысловатой, очень, знаете, такой с легким отношением к жизни, когда мне не нужно опираться, да, на себя, а когда мне просто хочется отключить голову. Я девочка, мне сегодня можно все. И вот здесь у меня есть вот 4 парфюма, я их отложила. Сразу покажу Infinita парфюм, очень люблю, но у меня сейчас пока запечатан, потому что мне хватает 3 парфюмов, и один из них недавно совсем вошел в мою жизнь, и я им очень много пользуюсь, поэтому Infinita я заказала прям где-то совсем недавно, но еще не распечатывала, но тоже это романтика, это вот как вот такое вот нежного оттенка платье, парящее, воздушное, это все про Infinita. И 3 других парфюма, которые тоже я считаю вот повседневными, но вот на встречу с подругой, на шопинг, это вот везде, где нужно в себе вот эту женщину открыть и напомнить себе, что ты девочка, ты хочешь шопиться, что ты хочешь такого кайфа от жизни. Это Lost in You. Lost in You – это парфюм очень яркий, то есть если Infinita, она по-женственному нежная, то Lost in You, он по-женственному яркий. Это как яркие танцы, это как какой-то кураж, но не ночной, такой тоже еще будет сейчас, а именно дневной, веселье, удовольствие. Водичка пьянящая, сладкая, но не приторная, очень чувственная. Здесь тоже, кстати, есть розовый перец, в ней есть имбирь. И в этом парфюме, как и в Сигниче, вот есть бобы тонко. Мне очень нравится шлейф, когда я их уже чувствую, эти бобы тонко в ароматах, и прям вот эти ароматы, да, они ложатся мне в сердце, именно те, в которых есть вот эти самые бобы тонко, а здесь они есть. То есть эта водичка, она такая посерьезнее чуть-чуть, чем Infinita. К этой воде у меня есть парочка, и когда мы с мужем, наверное, когда мы с ним идем куда-то в кафе отдохнуть, то я пользуюсь Lost in You женской, и он берет, ну, естественно, куда им деваться, он берет, пользуется Lost in You мужской. Почему я так говорю? Потому что, на самом деле, мой муж, он достаточно равнодушен вообще к парфюмам, каким-то мужским аксессуарам. И когда вот я пользуюсь, он говорит, ну чем ты хочешь, чтобы я попользовался? И он берет тот парфюм, который, ну как бы я говорю, ну давай вот этот. И если я беру Lost in You, он уже знает, берет Lost in You вот мужской аромат. И еще 2 аромата, таких вот, которые дарят мне ощущение девочки и ощущение какого-то удовольствия от жизни. Это вот Incognito, аромат, который, по-моему, только в России он снят, какая-то разная информация. Если у меня есть зрители из других стран, напишите, пожалуйста, в комментариях, продается ли у вас Incognito, потому что я бы очень хотела, чтобы у нас продавалась вода Incognito. Она мне очень приятна, я ее якорила прям упорно, я летала на съемки, когда в 2018 году проект от Oriflame «Настоящее лето», я брала с собой Incognito, вот прям мой выбор пал на нее. Эта вода давала мне ощущение вот этой вот женственности, что я живу для себя, что я люблю себя, что я девочка. Это совпадало с моим ощущением на съемках, вот что я это делаю тоже для себя, снимаюсь в этом проекте, и она вот меня тоже вот раскрывала, да, вот какие-то грани меня, и вот у меня ее, ну, наверное, где-то четверть осталось этого флакона, и, наверное, можно сказать, что я его берегу, и аромат не меняется, слава богу, они у меня в темном месте стоят на выходе из дома, в коридоре, и вот, это вот мои ощущения, он снят, в России он точно снят с продаж, но если был бы, я бы в запас себе обязательно купила. Здесь очень легкая нота ландыша, которая придает, вот знаете, такой непосредственности этому парфюму. И знаете, он даже в чем-то имеет такое интимное звучание, очень приятное. И Eclat Blanc. Это вот аромат, виновник того, что я не открываю Infinita, потому что они где-то вот для меня лично на одинаковой ступени, на одной стоят. И Eclat Blanc это дерзкая девочка, это тоже девочка, но она такая, знаете, выпила бокал шампанского. И здесь есть какие-то алкогольные нотки, но они настолько приятные, они настолько какие-то, как, знаете, такой легкий вихрь, который
который вот немножко дурманит голову. И если вы любите вот с алкогольными нотами парфюм, обратите внимание на Eclat Blanc. Это при том, что я вам только что рассказывала Eclat классическую версию, Eclat Weekend, я вообще не понимаю. Eclat Blanc, посмотрите, этой воде месяц, наверное, или полтора у меня. И посмотрите, это очень редко, чтобы вода так быстро у меня расходовалась. Это говорит о том, что сейчас это мое настроение. Я этим пользуюсь постоянно и кайфую. Я, наверное, пытаюсь вот это все в себя вобрать именно вот в этом сезоне зимнем. Мне кажется, что когда придет весна, то я отставлю этот парфюм, он уже будет немножко не резонировать с моим настроением. Весна — это пойдут другие эмоции и, соответственно, другие парфюмы, поэтому сейчас я вот использую Eclat Blanc почти каждый день. Следующая категория парфюмов, которые я тоже называю повседневными, но они немного другие. Они в моей жизни для позитива. И знаете, что интересно, когда я как бы вот на эти категории условно делила перед обзором, я поняла, что здесь ароматы, которые почти все сняты с продаж. И вот первый аромат — это Memories, желтый парфюм. И когда вышли вот эти Memories, очень много было в соцсетях таких вот отзывов, что ну это вообще какие-то проходные водички, и вообще это какие-то парфюмы очень нестойкие. Но вообще я рада, что моя линейка повседневных парфюмов, она в принципе не особо стойкая. А зачем мне стойкие парфюмы, ходить по магазинам, да, или с подружкой встречаться, делать какие-то дела, там с детьми на кружки ходить, когда у меня для этого, для стойкости есть вечерний аромат. Я вечером пойду в театр этого же дня или в ресторан, или куда-то там с друзьями встретиться в клуб. И на мне стойкий дневной парфюм. Я хочу нанести уже вечерний, уже драгоценный, который даст мне другое настроение. Повседневные парфюмы, они не должны быть стойкими. Они должны, вот как дуновение ветра, они должны просто дарить настроение. И вот этот Memories, он, знаете, как солнце над гладью воды. Здесь вот эта молекула каскалоны, которая дает ощущение безграничного водного пространства, и плюс вот эти вот цветы гавайские. Это вот абсолютно курортный, позитивный аромат. Его осталось совсем чуть-чуть, дочь моя недавно начала им активно пользоваться. И вот, знаете, это вот тоже аромат, как инкогнито, который я храню. Использую его не очень часто, потому что он у меня какой-то заякоренный на отпуска. Также аромат, который дарит мне море позитива, это Elvis Summer Joy. Для меня это аналог. Вот даже сейчас, знаете, я не брызгаю, потому что понимаете, что я тогда сейчас буду вся в облаке. Я вот просто вспоминаю ароматы, я их просто вот нюхаю. И это аналог Midsummer. Если вы помните Midsummer, я знаю, что огромное количество людей им пользовалось, то Elvis Summer Joy — это вот для меня Midsummer в Oriflame. Но, к сожалению, ни Midsummer нет в Oriflame, ни Elvis Summer Joy. Поэтому ароматом пользуюсь не часто, но это тоже солнце. Вот эти ароматы — это для меня прям солнечная, яркая погода и супер позитивное настроение. Как будто ты встал с утра, у тебя вот солнце светит, ты понимаешь, что ура, этот день пришел. Это вот Memories желтый, это Elvis Summer Joy. И еще два парфюма, которые у меня сейчас запечатаны. Опять же, по причине, что есть аналоги, которыми я пользуюсь. Это мой любимый Happy Desiac. Наверное, я его подсознательно не распечатаю, потому что очень сильно храню, берегу. Я помню этот аромат. Это вот аромат счастья, аромат яркого настроения, аромат, самый позитивный аромат, который можно только себе представить. И здесь прямо вот фрукты яркие, сочные, клубника, яблоко, груша, я уже сейчас точно не помню. Здесь цветки жасмина, здесь мой любимый кедр, я его тоже обожаю, вот наравне с бобами тонко в парфюмах. Я всегда этот кедр чувствую в ароматах. И он такой теплый, сладкий и очень-очень сияющий. И вот прям не могу себя заставить распечатать, потому что, ну, есть какие-то аналоги, но, наверное, вот сейчас придет весна, лето, он летний, конечно, безусловно, летний аромат, придет весна, я распечатаю и буду пользоваться. И аромат тоже, который у меня стоит пока запечатан, это Вларе Фурева. Если была мини-версия, я бы уже давно бы
попробовала, поняла бы, распечатала и, возможно, носила бы. Мне он очень нравится по описанию, мне нравится, как пахнет страничка в каталоге, но почему-то, я не знаю почему, я не решаюсь его распечатать, я очень боюсь, что это будет не мой аромат. Если вы пользуетесь вот этим Volare Forever, напишите, пожалуйста, мне в комментариях. Но опять же, из-за того, что у меня очень богатая коллекция, пока вот аромат стоит у меня запечатанным. Это позитивные ароматы. Ну, Volare Forever, если вы не смотрите мои обзоры, то если смотрите, то знаете, этот аромат позиционируется как свадебный. Это как аромат невесты, Volare навсегда. Это аромат, который дает ощущение, знаете, какой-то стабильности, но при этом он очень нежный, очень легкий, очень воздушный. Но вот из-за того, что я саму линейку Volare всю не ношу, вот этот аромат, я ему даю шанс, но пока, вот видите, еще не распечатала. И есть еще категория ароматов, которые я очень часто использую в повседневной жизни, и называю их освежающие, да, то есть это были женственные, потом я рассказала вам про такие позитивные ароматы счастья и ароматы, ну, я не могу их назвать водные, да, вот прям откровенно водные, потому что таких ароматов просто нет в Oriflame, но они для меня однозначно более свежие, чем все остальные парфюмы каталога. И, конечно же, давайте я начну, ладно, с него. Это мой любимый аромат, один из самых любимых каталога Oriflame, это White Lilac. Запечатана у меня упаковка. Даже я прямо сейчас распечатаю, потому что весна у нас близко. Почему? Потому что совсем недавно, несколько дней назад, я свой белую сирень, свою White Lilac, отдала своей дочери. Я ей дала на выбор протестировать несколько парфюмов. Она меня спросила: мам, дай мне что-нибудь чем-то попользоваться. И она вот выбрала белую сирень у меня и туберозу Sublime Nature, чему я очень обрадовалась, потому что я ее не сильно люблю, но ее все равно уже сняли. И она у меня забрала мою белую сирень. Я же знаю, что у меня есть новая. Я себе на весну заказала. Прямо сейчас вот белой сиренью-то я и набрызгаюсь. И буду получать удовольствие. Если... Ой, это вот прям... Это вот мой личный кайф. Если вы любите зеленые, такие белые ароматы, белоцветочные, у меня вот теперь навсегда испорченное впечатление ароматом All or Nothing. И хотя вот белоцветочный для меня это как раз вот этот аромат. Это вот настолько чистый, настолько он звенящий, настолько он моно, настолько он прост, но при этом элегантен. Вот эта элегантная простота, вот эта белая сирень, да он и флакон. Посмотрите, какой красивый флакон. В нем вообще нет ничего лишнего, как и в самом парфюме. Это вот любовь, моя одна из самых больших любовей, да, как правильно, самая большая моя любовь каталога Oriflame. Это из освежающих. Также вот у меня осталось совсем чуть-чуть Афина. Афина, кто помнит Афина, это... Где-то прочитала отзыв на тему этого парфюма: аромат порошка стирального. Вот, наверное, это когда вот хочется супер скрипящей чистоты, вот выстиранного белья, вот супер свежести. Это вот этот аромат Афина, я его берегу, у меня его очень мало осталось. Это самое свежее уже воспоминание о парфюме Oriflame, потому что таких свежих в каталоге больше нет. Еще два аромата, олицетворяющие свежесть в каталоге Oriflame, для меня это однозначно ароматы Joyce. И это Joyce Turquoise, это у нас озерная кувшинка, это гладь воды. Ну, знаете, вы видите, что его осталось чуть-чуть, то есть я им пользуюсь, когда мне хочется свежести, но все равно вот белая сирень, она мне ближе. Хотя это тоже однозначно водный парфюм. И Joyce Jade, это аромат более зеленый, он сначала прям... рисковат, но здесь, знаете, такие фрукты, прям хочется побрызгать его, не буду, иначе я тут сейчас буду уже путаться в парфюмах. И он тоже очень дает ощущение чистоты. То есть вот этот зеленый оттенок, он не зря тоже у этого парфюма. Если вам нужны ароматы, которые давали бы ощущение, как после душа, чистоты, свежести, не нагружали бы там супер какими-то букетами вечерними, да, а просто вот повседневные парфюмы, Joyce это супер. Да, я вижу комментарии, люди пишут, что это там, слишком простые ароматы, нестойкие,
на эту тему, в принципе, я уже все объяснила. Такие ароматы тоже должны быть. Не надо всегда носить на себе вот этот статус. Ну, опять, это мое мнение. Может, кому-то надо для внутреннего ощущения носить все время на себе статус. Мне нет. Я, наоборот, люблю какую-то непосредственность, потому что если статус всегда, то чем тогда сражать, когда вот надо сражать? Поэтому нет. Повседневные ароматы, они должны вот составлять для меня лично, по моему ощущению, ну, где-то 80% жизни, и сам себя не перегружаешь тогда и самому жить комфортно. И из ароматов свежих, но при этом более дорогих, это, безусловно, вот этот голубой аромат SE Swedish Experience, аромат «Хамелеон», который летом звучал как мужской парфюм, как унисекс. Зимой сейчас холодно, он звучит, знаете, он показал, я вообще могу быть и сладким, я могу быть разным, вы еще меня потестируете в разных ситуациях. Очень неоднозначный парфюм, но как он мне с самого начала вот прям приглянулся, он мне понравился. И несмотря на то, что мое восприятие этого аромата меняется, все равно он остается для меня очень приятным. Я бы не назвала, что он прям мой самый любимый, но я люблю его использовать, я люблю, когда от меня есть шлейф этого парфюма. И если в начале, когда вы только его тестируете, это ноты резкие, это ноты такие продающие, очень яркие, то в шлейфе здесь бобы тонко, мускус, и опять мои любимые бобы тонко, вы понимаете. Аромат, конечно, такой прямо... дорогой, да, назовем его, повседневный дорогой аромат. Все, это были мои повседневные ароматы. Как вы видите, у меня их самое большое количество, но я сама, честно говоря, удивилась, насколько много у меня вечерних парфюмов, которые я нежно люблю. И почему, когда выходят какие-то такие сложные ароматы в Oriflame, я не тороплюсь пополнять свою коллекцию, потому что, как вы понимаете, такие вечера, запоминающиеся события какие-то жизненные, они происходят не каждый день, соответственно, парфюмы у меня расходуются очень-очень медленно и каждый раз, когда у меня какое-то событие, я каждый раз думаю, ну что же мне выбрать из вечерних ароматов, они все такие классные, я их так люблю, и поэтому я вообще не стремлюсь расширять эту линейку, вот того, что есть, количество вечерних парфюмов мне достаточно. Сейчас я попробую вам объяснить, что значит каждый из них для меня. Итак, драгоценные парфюмы для особых случаев. Открывает хит-парад мой аромат Possess. Недавнее открытие мое. И очень такой настолько богатый букет у этого парфюма, что я не могу выделить какие-то отдельные ноты. Здесь есть сочный королевский ананас, и он является одним из ключевых фруктов в самой композиции, но при этом сам парфюм не фруктовый, он такой тягучий, он томный, он безумно чувственный, пьянящий, и это, на мой взгляд, аромат для вечера. Возможно, девушка, женщина может носить его каждый день и сражать наповал своих коллег по работе, но чем же сражать тогда вечером? Насколько на порядок круче должен быть парфюм, серьезнее, интереснее, если этот аромат, например, вы будете использовать днем. Я не знаю. Мне кажется, Possess это чисто вечерний аромат. И вообще вот эти все мои вечерние ароматы, они более стойкие, потому что их бы желательно-то не обновлять уже, да, вы вышли уже, и вечер у вас разворачивается, да, какие-то события, и не до обновлений, не будешь носить вот этот флакон с собой в сумочке, это еще и неудобно, поэтому вот сами флаконы, они тоже довольно объемные, они не повседневные, которые легко можно бросить в сумочку, они уже более такие красивые, более вычурные, и, соответственно, ароматы в них более стойкие. Love Potion. Вот я уже машу им перед вами. Это единственный Love Potion моей коллекции, который мне пришелся по душе. Он мне нравится, он меня обволакивает. Для меня этот аромат именно окутывающий, очень уютный, очень мягкий. И это для вечерней посиделки с друзьями. Да? То есть это не для какого-то шика, блеска, да? Не для какого-то выхода в большое количество людей, а это как согревающий плед. И
вот этот аромат шоколада и вишни, для меня это вот как дорогая какая-то европейская шоколадка с вишней. Какие-то засахаренные нотки есть в этом парфюме. И самый уютный аромат моей коллекции. Не дневной, безусловно, но мне очень нравится, как он звучит на вещах на моих. Мне очень нравится, какой от него шлейф. Очень теплый, очень, знаете, такой согревающий душу аромат. Вот это вот Love Potion Midnight Wish. Совершенно другой парфюм, недавний в моей коллекции, недавнее пополнение. Это Eclat Nuit, женский, и есть такой же мужской. Вот он у моего мужа. Это аромат клуба ночного, дискотеки, куража, драйва. Вообще позиционируется как аромат ночного Парижа, но знаете, мне кажется, вот этот кураж его можно найти в любом городе, в любой вообще точке мира, когда у вас душа просит просто танцев, душа просит какого-то смеха, юмора, удовольствия, кайфа. Это вот для тех, кто любит кайф, и для тех, кто любит именно получать удовольствие от жизни, но не в виде там шопинга, например, да, а в виде именно какого-то безудержного веселья в хорошей компании. Это вот Eclat Nuit, это ваша хорошая компания. Следующий аромат, это тоже моя любовь, это Sublime Nature Tonka Bean. Для меня это аромат театра. Когда я иду в театр, вот сейчас пандемия, я реже хожу в театр, но когда я выхожу все-таки на спектакли, это всегда меня будет сопровождать Tonka Bean. И для меня вот это очень прочный якорь, это аромат вот этих тяжелых штор, это аромат кулис, аромат сцены, кресел, антракта. Это вот все Sublime Nature Tonka Bean. Очень прочно заякорился у меня. Вот видите, я часто хожу в театр, но он, вот видите, как-то почему-то потемнел со временем, но сам аромат не изменился. И у меня есть дубль. Я заказала себе дополнительно флакон, потому что Sublime Nature Tonka Bean был снят с продаж. К моему вот глубочайшему просто сожалению. Вот насколько тубероза я вообще не поняла. Я пыталась ей пользоваться в разных совершенно форматах, даже купила флакон полный, но вот не мое. Настолько же вот это мое. Вот эти бобы тонко, это во всем их великолепии. Если я люблю даже их отголоски в парфюмах, то здесь просто вот это моя любовь. Еще один аромат, который я считаю вечерним, потому что при дневном использовании он будет просто сражать наповал людей, которые будут со мной общаться. Не знаю, может быть, кто-то может пользоваться ароматом Paradise как дневным, но не я. Его тоже сняли с продаж. Очень многие жалеют. Я согласна, что парфюм абсолютно нестандартный, но если меня спросить, что такое для меня Paradise, очень много описаний я читала, рай, это действительно рай, но для меня это перец, приправленный перцем. Это самый, что ни на есть, перцовый аромат каталога Oriflame. Да, он немного смягчен вот другими нотами, он немного припудрен, но это перец. Если я хочу терпкости в своем образе, да, если я хочу какого-то впечатления неоднозначного, я выберу Paradise, потому что он явно заставит допытаться, что же вы из себя представляете, потому что это однозначно аромат загадка. Он жесткий, он цепкий, он по-женски брутальный. С кожей я представляю этот парфюм. И здесь вот эти вот перцовые ноты, они смягчены моими любимыми, опять же, нотами кедра. И поэтому здесь вот есть то, что я люблю. И Paradise, да, видите, он в мою коллекцию попал. Хотя, как и Poses, очень-очень поздно, не сразу. Еще один аромат из снятых в моей коллекции, тоже почти полный флакон, который я люблю, нежно берегу. Это вот как такое, видите, гладкое золото, флакон очень красивый. Это Mo by Demi. Для меня это тоже такой заякоренный парфюм. Это история про конференцию в Стокгольме. Деми Мур приезжала к нам, она выходила на сцену. Были шикарнейшие просто запуски роликов в сказочных образах была Деми. И это было настолько как-то
знаете, вот у меня был детский восторг от всех этих событий, от вот этого запуска, и нам этот аромат не дали. Обычно на конференциях в номер приносит, а этот аромат нам не давали, и нам было безумно, мне было очень интересно, ну что же там, что же это за такой парфюм-то вообще, вот что это за Mo by Demi? И когда мы уже уезжали с конференции, сели в автобус, чтобы ехать в аэропорт, нам раздали вот эти заветные флаконы, мы, конечно, их сразу же вскрыли в автобусе, протестировали, и вот все, для меня Mo by Demi это навсегда ощущение сказки. У меня даже есть еще лак для волос из этой коллекции, он с сиянием, дает сияние на волосах, и я его использую всего лишь в одних единственных случаях. Эти случаи бывают периодически, когда мои дети идут на конкурс, то я наношу им на волосы вот этот лак. Это тоже является так своего рода якорем. И волосы сияющие, они закреплены. И есть вот этот аромат сказки и аромат какого-то волшебства. А конкурс, как вы знаете, это всегда в чем-то волшебство. И для меня вот Mo by Demi это тоже аромат исключительно волшебства. И еще есть аромат, который тоже для меня является таким драгоценным ароматом. Это Blue Sapphire. Парфюм, который никогда не продавался в каталоге Oriflame. К моему большому сожалению, я очень долго его вовсе вдыхала от девочек-партнеров. Ну, в то время, когда он был, они его получали по какой-то акции. Я не участвовала, как-то не получала. И мне он очень нравился. Я прям проходила и говорила, боже, какой аромат. Я подходила где-то на тестер-стенде, его нюхала. И мне он вот безумно нравился. Посмотрите, какой красивый флакон. Он просто бесподобный. Вот как бриллиант, как драгоценный камень. Наверное, действительно как сапфир. Видите, у меня еще полфлакона осталось. У него даже само стекло играет разными цветами. Очень красивый флакон. Это к юбилею, по-моему, 40-летию Oriflame был выпущен этот Blue Sapphire. И для меня сейчас он очень мягкий, тоже такая заикаренная история. Вот вы видите, я вам рассказываю, я вспоминаю свои впечатления. И когда я иду куда-то, очень редко, если я использую Blue Sapphire, он больше для меня, знаете, как аромат воспоминания. Но если это из ряда вон выходящее событие, которое бывает очень редко в моей жизни, то вы видите, да, для этих парфюмов, для всех есть какая-то ситуация, про которую я рассказываю. Для этого парфюма ситуация – это редкое событие, такое торжественное, но которое доставляет мне большое удовольствие. Вот это вот будет Blue Sapphire тогда на мне во время этого события. И есть еще два аромата, которые у меня в упаковке, потому что у меня достаточно богатая линейка, вы видите, вот этих вечерних парфюмов, поэтому я их просто не открываю, но я знаю, что когда их открою, они мне понравятся. Это аромат VIP Night, и здесь, насколько я помню, есть тоже ноты шампанского, какие-то такие алкогольные ноты, пьянящие. Я думаю, что мне этот парфюм понравится, когда я его открою. И маскарад. Не знаю, почему я его не открываю, наверное, потому что у меня очень большое количество того, чем я могу пользоваться, чем я пользуюсь каждый день, поэтому вот эти два парфюма пока еще для меня будут сюрпризом. Вот такая моя линейка ароматов 2022 года. Надеюсь, вы удовлетворены этим форматом, моим рассказом, моими впечатлениями, эмоциями от использования тех или иных парфюмов. Обязательно поделитесь со мной мыслями, которые возникли у вас в результате просмотра этого видео. Мне будет очень интересно почитать, откликалось ли вам что-то, что я рассказывала о своих эмоциях на парфюмы. Буду ждать ваши комментарии. Если вам был интересен и полезен мой обзор, то ставьте под этим видео лайк, пишите комментарии, ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещения и посмотреть видео на нашем канале самыми первыми. Пока-пока.